Такой вкуснятины из капусты я еще не готовила. Сохраняйте скорее рецепт, это тот самый случай, когда капуста вкуснее мяса. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Друзья, рецепт очень простой, все продукты для него найдутся в ближайшем магазине. И первым делом разбиваем в миску 2 куриных яичка. Хорошо взболтаем яйца при помощи венчика, можете перемешать вилочкой, просто до однородности. Вливаю к яйцам 300 мл молока, это примерно 1,5 стакана. Молоко комнатной температуры, может быть чуть тепленькое, не горячее. И также 1,5 стакана или 300 мл тоже тепленькой воды вливаю к яйцам с молоком. Сюда же всыпаю столовую ложку сахара и добавляю чайную ложечку соли. А также добавляю 10 грамм сухих дрожжей, это 2 чайных ложки. Сухие дрожжи вы можете заменить свежими дрожжами в количестве примерно 25-30 грамм. Все хорошо теперь перемешиваю при помощи венчика, можете перемешать ложкой. Здесь у меня 3 стакана муки. Добавляю муку в несколько приемов, 2-3 приема небольшими порциями. И каждый раз после добавления порции муки все хорошенько перемешиваю венчиком, друзья. Мешаем просто до однородности, ничего сложного, ничего особенного. Просто добавили часть муки и перемешали. В таком случае у вас в тесте не образуется никаких комочков, если мы добавляем муку постепенно. Теперь традиционно нам нужно оставить тесто в теплом месте примерно на полчасика, на часик, чтобы оно подошло. И обязательно накрываем миску пищевой пленкой или чистеньким полотенцем хлопчатобумажным, чтобы тесто было в тепле и без сквозняков. Если на вашей кухне тепло, оставьте миску с тестом просто на кухонном столе. А если все-таки немножечко прохладно, тогда найдите для теста чуть более теплое местечко. А пока подходит тесто, займемся капустой. Мне понадобится около половины кочана капусты весом примерно 600-800 грамм. Разрезаем кочан капусты, нарезаю капусту на такие вот ломтики, а затем нарежу небольшими кубиками. Можно капусту нашинковать, это, дорогие мои, как вам удобнее. Обязательно включайте блюда из капусты в ваше зимнее меню, потому что капуста это не только вкусно, но это еще и очень полезно. Блюда из капусты подарят вам не только здоровье, но и молодость, красоту и укрепят ваш иммунитет. А это очень-очень важно, друзья. Берегите себя, готовьте блюда из капусты. А я нарезанную капусту перекладываю в миску и теперь заливаю ее кипяточком. Вот так, все очень просто. Теперь оставляю капусту буквально на минут 15, чтобы она немножечко обмякла, не нужно ее варить. Вот такого простого действия, как залить капусточку кипятком, будет вполне достаточно для того, чтобы она стала более мягкой. 1-2 морковки натираю на крупной терке. Морковка не только придаст яркость и красоту нашим блюдам, но также, конечно же, пользу, витамины, все получим из наших любимых овощей. Натерли морковку и перекладываем ее в миску. Вместе с морковкой я также натираю 1 крупную картофелину. Натираем картошку на крупной терке, сюда же прямо в миску с морковкой. Берем миску побольше, чтобы сюда поместились все овощи, которые мы с вами подготовим для наших вкуснейших блинов из капусты. И обязательно, конечно, если у вас есть свежая зелень, нарезаем петрушечку, укропчик. И добавляем тоже к овощам. Если нет свежей зелени, друзья, просто добавляйте сушеную зелень из пакетиков, а возможно вы уже насушили ее во время дачного сезона, так что не стесняемся, добавляем яркость, краски и витамины. А тем временем капуста уже постояла, стала мягкой, вода немного остыла, она уже не кипяток, не обжигает руки, конечно же. Берем капусту и хорошенько отжимаем ее от воды. Насухо отжимать не нужно, но так, чтобы большая часть влаги ушла из капусты. И отжатую капусту также добавляем в миску с картошечкой, с морковкой, с зеленью. Все это хорошенько приправим солью, перчиком, какими-то травками, муравками, любимыми специями, которые вы любите, которые подходят для блюд из капусты, хорошо с ней сочетаются.
Как вы понимаете, любимые мои, капуста сама по себе не имеет какого-то ярко выраженного вкуса, поэтому вкус ее проявляется за счет добавления приправ и специй. Если вы хотите, чтобы блины получились вкусными, сделайте вкус капусты поярче, добавляя сюда разные приправочки. Поэкспериментируйте, мои дорогие, у вас обязательно получится очень вкусно, я в вас верю. А тем временем, посмотрите, тесто уже подошло, оно словно дышит, такое пушистое, воздушное. Заливаем наши овощи тестом. Тесто просто чудесное, а на самом деле очень простые ингредиенты, очень просто готовится и подходит буквально за полчасика. И осталось только все хорошо перемешать. Вот такая красота! Такие быстрые, вкусные и очень экономные блины из капусты. Они действительно вкуснее мяса, но я ничего не имею против мяса, дорогие мои. Обязательно добавляйте и мясо в ваш рацион, и рыбу, и овощи. Это все вкусно и полезно. Все дары природы идут только на пользу каждому человеку, особенно если мы готовим и кушаем наши блюда с любовью, нежностью. Все уже готово, дорогие мои, ставим разогреваться сковородочку и смазываем ее растительным маслом. Как только сковородка хорошо разогрелась, выкладываем порцию теста. Вот так. Все очень просто. У меня помещается на эту сковородку целых 2 вот таких вот больших ложки. Хорошенько разравниваем, распределяем тесто по сковородке. И обжариваем до красивой золотистой корочки с одной стороны. Как только блинчик подрумянится, делаем вот так. 1, 2, 3. В смысле, переворачиваем аккуратненько блин и обжариваем его до такой же красивой золотистой корочки с другой стороны. Можете также добавить немножечко маслица по краю блинчика, вот так его пролить, чтобы также нижняя часть блина хорошо прожарилась и зазолотилась. А готовые блины складываем на тарелочку, а аромат, друзья, стоит, просто потрясающий. Вкусно пахнет блинами и такое ощущение, как будто оказался в детстве у мамы и бабушки, и они жарят нам вкусные, толстые, пышные блинчики на сковороде. В общем, рецепт, друзья мои, из нашего счастливого детства. А пока я продолжаю жарить эти вкуснейшие блинчики, не забудьте нажать кнопочку подписаться, а также поделитесь этим рецептом с вашими друзьями и близкими в соцсетях. Пусть и они побалуют свою семью вкусными, ароматными, румяными блинчиками из капусты. А пока жарятся блины, я предлагаю приготовить очень быстрый, вкусный и простой соус к блинчикам. В миску кладу 4 или 6 столовых ложек сметаны, можете взять пополам сметану с майонезом, если так больше любите. Нарезаю немножечко пучочек небольшой укропа и добавляю к сметане. А также для пикантности я обожаю чеснок, также он, конечно же, очень полезен и необходим нам в зимнее время года, поэтому раздавим зубчик чеснока и также добавим его в соус из сметаны с укропчиком. Получается соус из сметаны с укропом и чесноком. Вот такая вкуснятина. Не забываем перевернуть блинчики. Посмотрите, какую шикарную стопочку блинов мы с вами уже нажарили. Друзья, блинчики жарятся очень быстро. И преимущество их в том, что вы можете одновременно жарить эти блины на 2 сковородках. Так что все будет еще быстрее и уже можно звать семью за стол, потому что все уже практически готово. Посмотрите, какие вкусные, аппетитные, ароматные, просто чудесные блины из капусты у нас получились. Как вы сами видите, готовятся они очень просто. А нам осталось только перемешать наш сметано-чесночно-укропный соус. Конечно же, добавить сюда соли и перчика по вкусу. Можете добавить еще немножечко сока лимона, тоже вкусно и полезно. И можно уже звать всю семью за стол и угощать их вкусными капустными блинами. А блины получились, друзья, просто расчудесные. Давайте попробуем разломить один блинчик, посмотрим на его богатый внутренний мир.
Посмотрите, какая красота! Много овощей, немного вкусного дрожжевого теста. Это такая вкуснятина. Я от души рекомендую вам попробовать приготовить по этому рецепту блины. И обязательно поделитесь вашим мнением, вашими впечатлениями в комментариях. Я всегда обожаю, когда вы пишете мне теплые слова. Люблю вашу обратную связь, поэтому прошу вас. А если вы вдруг не знаете, что сказать или написать, просто оставьте смайлик, мне будет очень приятно. Ну что, любимые мои, пришло время прощаться. Напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Желаю вам приятного аппетита, вкуснейших блинов и всего самого-самого доброго и светлого. Пока-пока, любимые мои. Подписывайтесь на канал. Прощаюсь с вами до моего нового вкусного видео. Обнимаю, целую, люблю и скоро увидимся. Пока-пока.